Здравствуйте, уважаемые друзья! Хотелось бы сказать несколько слов сегодня о медитации. Нужно ли человеку заниматься медитацией? Что это такое? Как начать? Ну и несколько слов вот о чем. Наша система, которая называется сознание и тело, она фактически имеет ряд автонастроек, так как сама эта система, она полностью определяет наше поведение, очень часто автоматически руководит процессом выделения гормонов, формирования эмоций всевозможных. Но в этой автоматической системе работы, в которой участвуют все системы организма, нейрогуморальная система, сердечно-сосудистая, психическая система, психически-физиологические процессы, которые происходят. В этой системе существуют настройки. Я бы назвал, наверное, эти настройки такими, может быть, легкими настройками. И вот позволить человеку донастроить себя помогают медитации. Что это такое, я бы хотел сейчас коротко вам об этом рассказать. Как все-таки начать заниматься медитациями. Сегодня воскресенье, а это как раз время, когда есть смысл попробовать. Многие говорят разные вещи, и я считаю, что каждый человек имеет, наверное, свое мнение о том, что такое медитация. А это мое мнение. Я не претендую говорить о том, что это единственно правильное, или это только так и никак иначе. Почему я решил это записать? Это мой персональный опыт, который сформировался у меня на протяжении какого-то времени, потому что я занимаюсь медитациями, имею свое мнение по этому поводу. Мое мнение по поводу того, как же все-таки стоит заниматься медитациями и что это такое. Наше сознание, оно управляет нашим телом, так как там находится мозг, а наше тело через физиологические потребности дает импульсы нашему сознанию, и наше сознание тоже может немного подчиняться нашему телу. Примером этому является голод, наверное, и человек раздражается, когда испытывает состояние голода. Или, допустим, у человека поднимаются гормоны и меняется настроение, и ухудшается настроение. Или когда плохое настроение у человека, то человек не хочет кушать. Одним словом, можно сказать, что психосоматические или наверное, гуморальные вот такие элементы, психически-физиологические системы, которые включаются в этом всем, они могут условно сказать или объяснить, что в действительности сознание может управлять нашим телом, а тело может управлять нашим сознанием. Одной из особенностей медитации заключается в том, чтобы научить наше тело слышать сознание, но уже через вот такую тонкую настройку, нашу персональную. То есть мы должны немножечко отодвинуть свое сознание в сторону, при этом заставить свое тело расслабиться, а это уже аутогенная такая составляющая любой медитации. И после чего сделать такое, наверное, настройку, и можно это назвать даже внушением, кому-то это слово будет более подходить. И теперь, в общем-то, о чем я говорю. Допустим, первая часть того, когда человек начинает заниматься медитацией, с чего начать? Нужно сесть ровно. Почему ровно, тоже есть объяснение. Дело в том, что если человек сидит ровно, то в случае, если его голова наклонится и он очень сильно расслабится, то в этот момент он не упадет и не испугается. Поэтому ровно это как хотите. Можно сесть и облокотиться
на что-нибудь. Но, в общем-то, я считаю, это не является прямо максимальной основой или концепцией. То есть, если считают йоги, ну, я согласен с ними, пусть будет медитация, только сидеть ровно и так далее. Ровно, во всяком случае, человек не упадет. Напряжения не возникнет. Итак, когда вы сядете, произнесите себе первые слога, которые помогут вам. Произнесите себе первые слога, которые помогут вам войти в состояние медитации. Это звучит так. Мое сознание отдельно от тела. Мое тело отдельно от сознания. И после чего расслабьтесь и сделайте это резко. И попробуйте осознать, как ваше тело живет отдельно от вашего сознания. Произнесите себе несколько раз. Мое тело живет отдельно от моего сознания. В этом случае ваше сознание, которое является автоматически контролирующим ваше физическое тело, оно отключится. И в этом месте будет находиться ваши задачи, намерения. То есть вы вошли в состояние тонкой, можно сказать, надстройки или подстройки, где можно применять уже механизм автоматического воздействия автогенный и аутогенный. Ну и что необходимо делать? Ну, очень часто в этом месте начинается собственная сама медитация. Необходимо себе как бы донастроить и сказать: руки расслаблены, ноги расслаблены, плечи расслаблены, мое сознание отдельно, мое тело отдельно. И вот в этом месте очень легко себя можно настраивать. На что? Ну и в этом случае как раз и есть 1000 медитаций, которые существуют в мире. Одна из них – это медитация, с которой обычно начинают буддисты, это быть, допустим, кому-либо или чему-либо благодарным. Но дело в том, что вот такая медитация благодарности, она очень коварная, потому что когда человек говорит «я благодарю», то кого он благодарит? Жизнь или Бога, или существ? Ну и не все люди могут настроиться на состояние благодарности вот такой. Знаете, в случае, если разочарование, то тогда человек может ощутить, что ту работу, которую он проделал до этого, он сделал ее зря. Ну и человек говорит: благодарю, благодарю, потом разочаровывается, потому что зато он благодарил за то, что взял в банке кредит, а потом оказалось, что его нужно оплачивать. И вот такие моменты, они омрачают, конечно, вот такие аутогенные внушения. И, в общем-то, могут привести где-то даже к поломке всего нашего физиологического аппарата. Ну и дальше, Дуйко, можешь поконкретнее? Конечно, могу. Ну и от меня вам вот такая медитация. Я хочу вас научить. Когда вы проснетесь утром, не торопитесь встать, сядьте, скажите себе слова: мое тело отдельно от сознания. Расслабьтесь, скажите: руки расслаблены, ноги расслаблены, все расслаблено. После чего приведите себя в состояние оцепенения. Не все равно, о чем вы думаете, это не имеет никакого значения. Просто начните себе внушать. Это вторая тема. И говорите себе так: мне нравится погода, мне нравится, где я нахожусь, мне нравится стульчик, мне нравится, что я вижу. Если вам мешают близкие, говорите: мне нравится мой муж или жена, мне нравятся его ручки, мне нравятся ножки, мне нравятся мои дети. Мне нравится, в случае, если будет вмешиваться сознание, говорите: ну и что человек пьет, зато он теплый, хороший, он мне нравится, он меня содержит, он мне помогает, мне есть где жить, мне нравится моя жизнь, мне нравятся листочки, мне нравится осень, мне нравится. И после этого вот в таком настроенном состоянии вы можете вставать. Это будет являться фактически медитацией, которая будет создана тремя элементами. Первое – подготовка к медитации, отключение центрального аппарата сознания, который управляет физическим телом. После этого замещение этого аппарата нашей тонкой настройкой. После чего расслабление аппарата физиологической активности, то бишь нашего тела. И после этого
аутогенное внушение, в ходе которого вы произведете медитацию. Мне нравится, настроив себя на то, что вам действительно нравится. Почему? А выбора, собственно, нет. В случае, если не нравится, то обычно я говорю, если не нравится, что-то меняйте. А если менять не получается, то начинайте делать так, чтобы нравилось. Ну вот, в общем-то, вот такая получилась история, вот такая получилась идея. Ну что, прекрасной вам медитации. Если вам данная тема нравится, я готов продолжить выходы в эфиры вот с такими обучающими, может быть, подсказками или вот такими сессиями. Расскажу вам о других медитациях, которые может человек использовать. Они действительно имеют фундаментальное значение для человека, который пробует изменить свою судьбу. Я могу рассказать вам о медитациях, которые могут улучшить состояние здоровья, о волшебных и тайных словах, которые можно во время медитации произносить своему телу, для того, чтобы оно не болело какими-либо заболеваниями. И это, в общем-то, я и называю самой настоящей магией Андрея Дуйко. Ну, спасибо. Обязательно подпишитесь на мой канал и будете всегда вместе со мной находиться. Также хочу вам сказать, что у меня есть второй канал, который называется Ситхи Саунд. Сейчас, закончив трансляцию здесь, я перейду на канал Ситхи Саунд, где расскажу в очередной раз о какой-нибудь мантре. Это сегодня будет мантры цикла Амитабхи. И я расскажу, почему именно я выбрал в воскресенье мантру Амитабхи и каким образом ее можно практиковать. До свидания. Всем хороших выходных.